Кирилл считал себя уже совсем взрослым, 18 стукнуло вчера. В деревне то понятно, по такому поводу праздников никто не устраивал. Правда, отец подарил ему часы на кожаном ремешке. Это был для Кирилла самый ценный подарок. Ночью он несколько раз вскакивал и бежал к комоду, брал в руки подарок, прикладывал к уху и, закрыв глаза, слушал, как они тикают. Потом он, довольный, отправлялся обратно в кровать. Сегодня с самого утра Кирилл сидел на заваленке и поджидал своих дружков. Они собирались все вместе пойти на рыбалку. Мимо пробегала толпа девчонок. Он услышал заливистый смех. «Кто так звонко смеется?» — подумал парень. Пригляделся, соседская Аленка. Он впервые обратил на нее внимание. Вроде росла на глазах, всегда была маленькой девчонкой, а тут в одно лето превратилась в красивую статную девушку. Кирилл так и обомлел, у него как будто открылись глаза. «Аленка, иди сюда, скажу что-то». Подозвал Кирилл девушку. Та смутилась, но, отделившись от подружек, все-таки подошла. «Замуж за меня пойдешь?» — спросил он, ничуть не стесняясь. Ты что, дурак? Мне же еще 15 лет. И Аленка покраснела, но не убежала. «А я подожду, пока подрастешь, как раз в армию успею сходить. Будешь ждать?» Буду. Тихо ответила Алена. «А замуж пойдешь?» Пойду. Серьезно сказала она и убежала, не дожидаясь следующего вопроса. С этого дня все мысли Кирилла были только о ней. Осенью его призвали на флот на 3 года. Прощаясь на вокзале с роднёй, он строго наказал матери приглядывать за Аленой. Родители выбор одобрили. Девушка работящая, на глазах выросла, семья тоже хорошая, чем не жена их сыночку. Из армии вернусь, сразу на ней женюсь, заявил он семье. Алена слово держала все 3 года, ждала суженого и дождалась. Собрали родители Кирилла сватов и пошли Алену сватать. Отец Алены такого не ожидал и сперва замешкался. Мать девушки пригласила всех в дом, быстро накрыла стол нехитрой деревенской едой. Кирилл сидел молча с замиранием сердца, ожидая, что же скажут родители его избранницы. Хоть и молодая наша дочка, но даю добро. Кирилл, парень что надо, достойным мужем ей будет. Сговорились играть свадьбу после праздника. После свадьбы молодые остались жить в доме у Кирилла бабушки, которая умерла, когда парень долг родине отдавал. Поселились в нем молодые. Алена после свадьбы с каждым днем влюблялась все сильнее в своего мужа. Кирилл был добрый, заботливый, внимательный, статный, да и лицом красив. Все подружки ей завидовали, удачно замуж вышла. Стали ждать первенца. Уже и зима закончилась. Алена как раз на 7-м месяце была. Решили на мельницу съездить, муки намолоть. Погрузили на лошадь мешки и поехали с утра пораньше. На полпути жена попросила мужа остановиться и, спрыгнув с телеги, побежала в кусты. Через несколько минут вернулась бледная. «Что случилось, красавица?» — испуганно спросил Кирилл. И молодая женщина показала на кусты. Больше ничего она сказать не смогла, слезы катились у нее из глаз. Через несколько минут Кирилл вернулся к саням. «Ну что ты, успокойся, милая». Гладил он жену по голове. «Какие вы беременные чувствительные». Ему самому трудно было признаться, что истерзанная волчица удивила его. Зрелище это было не для слабонервных, а уж тем более не для беременных. Но рядом с волчицей Кирилл нашел ее детеныша. Малыш скулил, плакал и тыкался носом в мамин бок. Парень не смог оставить его погибать в лесу и забрал домой. Алена была не против, ей, как будущей матери, было жалко любого ребенка, даже волчьего. «Ничего», — сказал Кирилл. «воспитаем, как надо. Будет преданней собаки». А через несколько дней у Алены начались преждевременные роды, видимо, сказался стресс от увиденного в лесу. 2 недели спустя в дом принесли малютку-дочку. Волчонок с любопытством обнюхивал кроватку и, виляя хвостом, улегся рядом. С тех пор они были неразлучны. Оленька учится ходить,
а вихрь тычет мордой ей в спину, помогая делать первые шаги. Радостно несется к девочке, та падает и собирается плакать. Вихрь подбегает и утешает, вылизывая лицо. Шло время, дружба их крепла. Все привыкли, что девочка и волк повсюду вместе. Вот уже Оля пошла в школу. Волк ходил за ней по деревне хвостом, даже в школу провожал, а потом встречал. Неважно, сколько уроков было в тот день. Он каким-то неведомым образом знал, когда девочка пойдет домой, и уже спешил ей навстречу. Как-то летом приехал издалека к Олене погостить сестра. Присутствие волка во дворе не сильно обрадовало родственницу. Она долго выговаривала сестре свои опасения и показывала ей свое недовольство. Она вообще не любила животных, а уж диких так и подавно. Хозяевам ничего не оставалось, как посадить волка на привязь. Оля скучала без прогулок с другом. Раньше они часто гуляли вместе по деревне и ближним лесным полянам. Девочка сидела дома или во дворе возле волка и просила Бога, чтобы эта противная тетка поскорее уехала из их дома. Да и Алена с Кириллом уже тяготились присутствием родственницы. Но сестра не торопилась уезжать, и родственников половина деревни. «Пока всех не обойду, не уеду», — заявила она. А тут уже и осень настала, пора ягод и грибов. Оля с деревенскими ребятишками решила сходить в лес за грибами. Раньше бы она обязательно взяла бы с собой вихря, но тот на данный момент был под домашним арестом. Когда Алена собралась на вечернюю дойку, то хватились девочку. Они с Кириллом обошли соседние дома, но все дети вернулись, а Ольки нет. Подняли тревогу. Искали девочку до самой темноты, бегали по лесу, кричали, аукали, все без толку. Наконец все устали, вернулись обратно в деревню. Решено было продолжить поиски с утра. Вихрь все это время рвался с привязи. Недолго думая, Кирилл отвязал волка, даже возмущение сестры не послушал. Тот рванул в лес, как пуля, выпущенная из ружья. Пусть бежит, он лучше знает, где ее искать, а ночью он точно никому вреда не принесет. Ответил Кирилл недовольной родственнице. Утром у дома родителей девочки собрались односельчане, готовые отправиться на поиски малышки. Обсуждали маршрут поиска, распределились на группы. Только собрались в лес, как вдруг в конце улицы показались девочка и волк. Все бросились навстречу. Малышка, грязно обессилевшая, еле стояла на ногах, а волк счастливый прыгает вокруг своей подружки, лижет девочку. Оказалось, что Оленька слегка отстала от своих друзей и уже по дороге домой провалилась в старый заброшенный колодец на окраине деревни, возле развалин старого коровника. Ей никак не удавалось оттуда выбраться. Она кричала, звала ребят, но ее никто не услышал. А взрослые, так вообще, ее в лес искать побежали, а она совсем недалеко была. Только одному волку удалось ее отыскать. Он подтащил к краю колодца большой толстый сук, и когда Оля стала выбираться по нему, схватил ее зубами за капюшон и с силой выдернул из этой сырой ловушки. Оля обняла вихря, а тот в ответ вылизал ее руки и лицо. Верные друзья теперь были снова вместе. Теперь волк отблагодарил Лену и Кирилла за свое спасение в лесу. Даже злобная родственница прослезилась от такой невероятной новости и зауважала вихря. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!